Всем привет! Это шоу Ники и культурные ценности Китая, по количеству которых он занимает твердое первое место в мире. И помимо данных ЮНЕСКО, китайцы ведут собственную статистику нематериального наследия, которая включает в себя больше 3000 культурных ценностей, таких как фольклор, народная медицина, музыка и танцы, традиционные ремесла и изобразительное искусство. Среди них искусство внутренней росписи китайских табакерок. Так что это такое и в чем его особенность? Это сейчас табак курят, а раньше в основном нюхали, предварительно измельчив табачный лист до состояния порошка и добавив другие ингредиенты, например мяту или мускус. Биянху, дословно флакон для нюхательного табака, у нас часто называют табачным пузырьком. История этих китайских табакерок началась с появлением табака в Китае. В 16 веке европейцы, в частности итальянский миссионер Маттео Риччи, завезли нюхательный табак на пробу китайскому императору и местной знати. Китайцам понравилось, только вот привычные нам табакерки им не зашли. Во-первых, они не вписывались в китайскую эстетику. Во-вторых, с практической точки зрения, они им были банально неудобны, так как карманов у китайцев в древности не было. Все мелкие вещицы они носили в рукавах одежды. Для этого внизу рукава был большой зашитый карман, из-за которого, собственно, рукава выглядели настолько широкими. Носить в них прямоугольную табакерку китайцам было непривычно, да и выглядеть это могло, как в наши дни, телефон в кармане джинсов. А вот небольшой флакончик имел округлую форму, занимал намного меньше места и, главное, лучше подходил для хранения табака, в отличие от табакерки. Дело в том, что до появления табака подобные пузырьки и флакончики уже активно использовались китайцами для ношения лекарств, например, средств от насморка. Неперфорированная крышка флаконов в виде корковой притертой пробки или отвинчивающегося горлышка препятствует испарению жидкости, а в случае табака предотвращает от высыхания на воздухе, что увеличивает срок его хранения. Кроме этого, в небольших пузырьках на конце крышки есть небольшая мерная ложечка, которая позволяет набирать определенную дозу нюхательного табака. Как говорится, здесь, как и во всем, лучше не перебарщивать. Для изготовления табачных пузырьков использовалось множество материалов, в том числе золото, медь, серебро, фарфор, нефрит, коралл, агат, янтарь, дерево и стекло. Они могли быть разных размеров, как от маленьких для повседневного пользования, так и до флаконов побольше, исключительно для хранения. Среди всех табачных пузырьков особенно выделяется стеклянный с росписью внутри. Первым художником, который додумался к такому оформлению, был, как считается, Ган Сюанвэн. Поскольку внутренние стенки флакона были гладкими и на них цветные чернила прилипали с трудом, он насыпал во флакон кварцевый песок, добавил небольшое количество воды и встряхнул, отчего внутренние стенки табакерки стали выглядеть как молочно-белое матовое стекло, нежное, но не гладкое, достаточное, чтобы чернила хорошо держались. Эффект окрашенной внутренней части похож на рисовую бумагу высшего качества. Затем маленькой бамбуковой кистью наносил простой рисунок или иероглифы. Самая ранняя и сохранившаяся биянху работы Ган Сюанвэня была сделана в 1816 году. Наличие табачного пузырька у человека демонстрировало его статус. Это был показатель, что его обладатель делан не пальцем. Это как дорогие часы в наше время. Правда, с появлением сигарет в конце 19 века использование пузырьков сошло на нет. Но мастера продолжали создавать расписные изнутри флаконы, уже не для своей основной функции, а как утонченные изделия художественного искусства. В 2008 году умение раскрашивать флаконы изнутри признали нематериальным наследием Китая, так как процесс создания очень кропотливый. Чтобы нарисовать картину внутри флакона, для начала художник, как уже упоминалось, специальной суспензией придает шероховатости внутри. Затем крошечной бамбуковой ручкой-кистью, кончик которой согнут под прямым углом, через горлышко бутылки наносит рисунок. Причем требуется делать все наоборот. Сначала наносить мелкие детали, а затем уже крупные. Изготовление качественной биянху средних размеров может занять около месяца, маленьких размеров примерно неделю. Например, на этом табачном пузырьке изображена репродукция самой известной китайской картины Цинмин Шанхэ Тху по реке в день поминовения усопших, на которой изображена повседневная жизнь людей и пейзажи столицы Бяндина, сегодняшнего Кайфэна, столицы империи Сун. Всего существует 5 школ, названия которых звучат в соответствии с местом, в которых они находятся. Например, школа Ди в провинции Хэбэй, школа Дин в Пекине, Лу в провинции Шаньдунь, школа Юэ в Гуандуне и Цин в Сиане. Самая древняя и почитаемая школа, конечно же, в столице.
хотя все они имеют свой оригинальный стиль. Во главе школы стоит мастер, который обучает определенное количество учеников, а те в свою очередь передают навыки подмастерью. Например, мои пузырьки – это работы начинающего подмастерья хэбэйской школы Ди, мастером которой является знаменитый One C Sign. Стоимость годовой продукции его школы оценивается в 1 миллиард юаней. Это искусство, поэтому легко могли оценить и в квадриллион, но как бы там ни было на самом деле, уровень внушаемый. Цены на аукционах и на редкие работы, понятное дело, запредельные, однако есть масса доступных вариантов, начиная от 100 юаней. Работа будет выполнена ноунеймом, который еще только учится, но любое старание похвально, и его результат радует глаз не меньше коллекционных вариантов. Спасибо, что досмотрели, надеюсь, было интересно. И теперь вы знаете, какой небанальный сувенир привезти из Китая, или как вариант заказать из интернета. Ставьте лайки, пишите комментарии, так как это продвигает данное видео. Ну все добренько, пока-пока.